Я слышу дождь. Ты слышишь? Я даже вижу его. Упираясь ладошками о подоконник, шепнула она. Оглядев пустынную улицу, окрашенную светом ночных фонарей, она распахнула окно, чтобы как можно глубже, как можно шире вдохнуть морозной и по-приятному бодрящей свежести. Жаль. Что жаль? Резко развернулась она и, запрыгнув, присела на подоконник. Жаль, что ты так и не научилась не перебивать людей, с легкой иронией произнес он. Прости. Ничего. Я уже, наверное, привык. Жаль, что не весна, жаль, что не весенний дождь, а лишь осенний. А они ведь так похожи. Знаешь, весенний дождь, он будто вестник нового, помогает таять снегу, чтобы очень и очень скоро появились первые ростки. Осенний дождь, он будто прощается, холодом каким-то веет от него. Неприятным. Ты тоже не любишь зиму? А кто ее любит лютую? Наверное, те, кто умеет радоваться жизни. Он встал из-за стола и неторопливо подошел к окну. Да, радоваться жизни. Это талант, которому нужно учиться всю ту самую жизнь. И хорошо, если ты успеешь научиться, останется время пожить. Он вытянул сигарету из пачки и закурил. Ты опять куришь? Я и не бросал. Или не мог, не знаю. И что мне с тобой делать? Как ни странно, и этого я не знаю. Может, любить? А разве не люблю? Любишь, наверное, но, честное слово, я не вижу, не слышу этого. Что вообще происходит? Скользнув с подоконника, она легла на диван. Между нами как будто пропасть какая-то. Мы вроде бы вместе и в то же время врозь. Мы вроде бы рядом и тут же непомерно далеко. Мы близки, но чужды друг другу. Ты совсем перестал интересоваться моей жизнью вне тебя. Мы почти не разговариваем. Может, объяснишь мне? Этого нельзя знать или понять. Это можно лишь почувствовать. Как только любовь начинает поддаваться правилам, объяснениям, это уже не любовь, это уже план или же партнерство, что ли, какое. Я слов даже подобрать не могу. Выходит, у нас уже нет чувств? Он оглянулся, будто ожидал, что с этих слов она встанет с дивана. Однако она продолжала лежать и очень спокойно говорить, играя с тенью от ее ладошки на потолке. Нет, отчего же? Чувства есть, но они не ясны. И знаешь, наверное, не ясны, потому что мы с тобой оба, ты и я, пытаемся оценить то, что оценить невозможно. Чувства, любовь, счастье, горе, добро, зло и прочее – это выдуманные, никак не объясняющие названия нашему состоянию. Пытаться оценить то, что оценить невозможно, глупо. Однако мы раз за разом стремимся это сделать и усложняем себе жизнь, и сами же этому не радуемся. Тебе хорошо со мной? Ты хоть скучаешь иногда? Я? Скучаю. Выдыхая последнюю порцию дыма, шепнул он и смял окурок в пепельнице. Знать бы наверняка, чего мы хотим по-настоящему. Быть может, тогда мы смело делали выбор, не раздумывая, не колеблясь, успевали сделать все, что приносит нам удовольствие. А здесь, в этой массе ненужного, насажденного, приходится каждый день искать иголку в стогу своих желаний. А какой смысл? Ну, знаешь ты, чего хочешь. Поймешь то самое, сокровенное. Добьешься этого и только этого. Но нравиться тебе это уже не будет. Ведь на самом деле, что вода теплая, ты можешь почувствовать лишь если твоя рука омывалась холодной. Так и здесь. Вначале холодная, а потом и наслаждение теплое. И вообще, при чем здесь это? Неужто ты хочешь сказать, что мое место в твоей жизни под сомнением? Представляешь, что я вспомнил? Припомни блюз-бар. Агнес Франклин и Генри Меррилл со своим «Он морок из Дрен». Помнишь? Да, раскинув руки по дивану, чуть слышно произнесла она. Я тогда что-то рассказывал тебе, не помню, вроде что-то о любви, зато я очень хорошо помню, как ты смеялась, чуть опрокидывая голову назад, срывая вуаль темных волос с плеч. А помнишь, как я попыталась покурить твою сигарету, которая так вкусно пахла шоколадом? Да уж, откашливалась ты долго. Улыбаясь, произнес он и опрокинулся на спинку кресла. Что же я тебе рассказывал? Не помню. Да и, наверное, не важно это. Главное то, что ты слушала меня, а я слушал тебя, даже нет. Мы слышали друг друга. Не слова, интонацию, а чувства. Мы слышали чувства друг друга и видели друг друга рядом. Наша мечта казалась сбывшейся, пусть и на мгновение,
но реальное, живое, если хочешь короткое, но настоящее. А сейчас? Ведь ничего не изменилось. Ты подумай только. Мы ведь прежние. Ты все так же чертовски хороша, а я вроде бы по-прежнему обаятелен. Но мы привыкли. Знаешь, это как история с той картиной, которая тебе так нравилась, и мы все-таки ее купили. Но спустя пару недель ты перестала ее замечать. Она встала и вновь подошла к окну. Он же снова закурил, нарушая на мгновение царствующую тишину треском сигареты. Странно, но почему-то ее совсем не раздражал когда-то раздражающий запах табака. Может, именно это люди называют начать все сначала? Может, именно это нам сейчас необходимо? Закрыть глаза и снова их открыть? В конце концов, может тебе вновь влюбиться в меня? Тишина. Тишина, раздраженная треском сигареты и успокаивающая ритмом осеннего дождя. Тишина, заставляющая тосковать и блуждать в потемках лабиринта собственной души. Тишина сквозь темноту, которой пробивается крик чувств, крик любви, борющийся с гордостью, гневом и просто человеческой глупостью, способной разрушать самую сильную и чистую любовь во Вселенной. «Может, ты позвонишь?» Сквозь тихий плач тихо кричат тоски. Очень тихо и по-детски наивно спросила она. Уже очень давно, и, наверное, слишком долго, она задавала один и тот же вопрос, когда разговаривала с ним в своих мыслях об осеннем дожде. И не было такого расстояния, которое бы помешало разговаривать с ним. И времени столько не было, чтобы забыть его. И не пожалеть о той самой великой человеческой глупости, что развела их в одно мгновение, разрушив вечность чувств. А он казался ей почти реальным. И голос его был будто настоящий, как и дыхание, подобно свежести из открытого окна. И, может, она бы поверила, но тишина предательски напоминала об осеннем одиночестве.